Пока все следят за конфликтами, Трамп и Си тихо переписали мировой порядок в Пекине. Лавров только что рассказал, кто на самом деле сорвал мирный план по Украине. Путин публично унизил Запад и заявил, что санкции провалились. Куба без электричества 40 часов. Люди на улицах, и это только начало. Друзья, приветствую вас на канале Медиашот. Коротко и о главном прямо сейчас. Оставь реакцию и пишите комментарии. Заранее спасибо и начинаем. Трамп только что завершил визит в Китай и назвал его невероятным. Но давайте разберемся, что за этим словом стоит на самом деле. Сегодняшняя встреча прошла не в отеле и не на нейтральной территории. Си Цзиньпин принял американского президента в Чжунаньхае, правительственной резиденции, где живут и работают лидеры Китая с 1949 года. Такой уровень приема – это не протокол, это сигнал. Мы доверяем, мы открываем двери туда, куда чужих не пускают. Это место, где работают и живут руководители партии и центрального правительства Китая, в том числе я сам. После основания Китайской Народной Республики в 1949 году руководство страны переехало сюда. Трамп в ответ говорил о личной химии с Си, о том, что знают друг друга почти 12 лет, о том, что вместе решали проблемы, которые другие не могли сдвинуть с места. Официально главным результатом визита названы торговые соглашения, фантастические сделки, отличные для обеих стран. Я очень уважаю его. Он стал мне настоящим другом. Мы знакомы уже 11 лет, почти 12. Это большой срок. Мы решили множество проблем, которые не удалось бы решить другим. У нас очень крепкие отношения. Я считаю, что мы сделали много хорошего. Но была еще одна тема, куда более серьезная – Иран. Трамп прямо заявил, Вашингтон и Пекин смотрят на иранскую ядерную программу одинаково. Ядерного оружия у Ирана быть не должно. Проливы должны оставаться открытыми. Мы обсуждали Иран. Мы относимся к Ирану с пониманием. Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Потому что Китай и Америка последние годы расходились почти по всем ключевым вопросам, а здесь открытое единство по одной из самых горячих точек планеты. Си в финале назвал встречу историческим и знаковым событием. Новые конструктивные отношения именно такими словами. И это еще не финал. Трамп объявил, что 24 сентября Си прилетает в Штаты с ответным визитом. Два лидера двух крупнейших экономик встречаются дважды за несколько месяцев, торгуются, договариваются, улыбаются на камеру, пока Европа наблюдает со стороны и явно нервничает. И я думаю, что 24 сентября или около того председатель Си приедет в Соединенные Штаты. И мы ответим взаимностью, например, в торговле. Визит будет взаимным. Мы будем откровенны и сделаем все возможное, чтобы вы ушли под впечатлением, как я впечатлен Китаем. Сергей Лавров провел пресс-конференцию и сказал несколько вещей, которые в обычных новостях просто не прозвучат. Начал с денег. По его словам, Международный валютный фонд за последние 3-4 года выдал Украине кредитов примерно на 600% ее квоты. Это в 6 раз больше положенного. И это на фоне того, что все страны Африки за тот же период получили в несколько раз меньше. Международный институт, созданный для помощи развивающимся экономикам, работает как инструмент одной геополитической задачи. Вот Украина за 3-4 последних года получила кредитов из Международного валютного фонда где-то, боюсь ошибиться, но под 600% своей квоты. То есть в 6 раз превышая свою квоту. И это количество кредитов в несколько раз выше, чем кредиты, полученные всеми странами Африки за соответствующий период. Но главное не деньги. Главное то, что Лавров рассказал про Аляску. 15 августа в Анкоридже прошла закрытая встреча Путина и Трампа, перед которой спецпосланник Трампа Стивен Уиткоф лично привез в Москву американские предложения по урегулированию конфликта. По словам Сергея Лаврова, эти предложения учитывали ключевые требования России, включая недопустимость вступления Украины в НАТО и признание реалий на земле. То есть Вашингтон фактически признавал, Россия была права в своих базовых требованиях. Стивен Уиткоф, специальный посланник президента Трампа, и он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Эти идеи опирались на понимание Соединенными Штатами первопричин нынешнего кризиса, включая, как об этом не раз говорил президент Трамп, недопустимость вовлечения Украины в НАТО и включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся на соответствующих территориях референдумов.
Путин был готов поддержать эту инициативу. Между лидерами возник рабочий дух, то, чего не было годами. Казалось, что-то сдвинулось. И вот вопрос: если все было так близко, почему мы до сих пор видим конфликт? Ответ Лавров дал четкий. Европейские союзники Штатов, и особенно Лондон, сделали все, чтобы Вашингтон отступил от собственного плана. Зеленский, по его словам, в этой схеме лишь исполнитель. Реальное давление шло из европейских столиц. Базовые принципы были согласованы и похоронены за одну ночь. С тех пор европейцы, ну и Зеленский, естественно, куда же без него, и особенно Лондон, делают все, чтобы не допустить сохранения Соединенными Штатами приверженности собственной инициативе. Я еще раз хочу только оговориться, что это не означало, что вот просто мы опубликуем решение Анкориджа и все сразу урегулируется. Там были согласованы базовые принципы. Но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения. Позиция Москвы теперь звучит так. Возвращение к переговорам возможно только если американцы подтвердят аляскинские договоренности. До этого момента продолжение операции. Никаких промежуточных решений, никаких временных перемирий. По сути, Лавров только что публично зафиксировал: мир был на столе. Его убрали не в Москве. Путин выступил на юбилейном съезде Союза машиностроителей России. Речь была про экономику, про промышленность, про санкции, но, по сути, это был публичный ответ всем, кто 3 года предрекал России коллапс. Главная цифра прозвучала четко. Обрабатывающая промышленность по итогам прошлого года выросла почти на четверть по сравнению с 2021 годом, то есть с досанкционным уровнем. Не восстановилась, не вернулась к прежним показателям, а превысила их. Для страны, которую отрезали от западных технологий, заморозили резервы и выдавили с десятков рынков. Это цифра, которую сложно игнорировать. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Как это вышло? Путин объяснил. Российские предприятия перестроили логистику, нашли замену иностранным комплектующим и начали разрабатывать собственные технологические решения. Не копировать западные образцы, а создавать свое. В этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений. Сейчас нажмите на паузу и напишите свое мнение по этому поводу. Мне очень интересно узнать, что вы думаете. Отдельно про оборонно-промышленный комплекс. По словам президента, ОПК не просто выполняет государственный заказ, он стал площадкой для обкатки технологий, которые потом уходят в гражданский сектор. Техника, разработанная на основе реального боевого опыта, запускается в серию. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Путин прямо сформулировал стратегическую линию. Россия должна иметь собственные технологические ключи ко всем критически важным производствам, не зависеть от чужих цепочек, не просить доступ к чужим патентам. 3 года назад это звучало как лозунг. Сейчас Путин говорит об этом как о свершившемся факте. Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. При этом закрываться от мира Россия не собирается. Путин говорил о новых альянсах с теми, кто строит отношения на взаимном уважении, с теми, кто не вводит санкции и не замораживает активы. Список таких партнеров растет. Куба – крупнейший остров Карибского бассейна и один из самых громких политических символов 20 века. Сейчас там темно, буквально. Веерные отключения электроэнергии накрыли страну полностью. Люди сидят без света больше 40 часов подряд. На улице экстремальная жара. В холодильниках гниет еда. Та немногочисленная еда, которую вообще удается достать. В домах пожилые, прикованные к постели. Дети и полная темнота. Люди вышли на улицы. Не с флагами и не с политическими лозунгами, а с кастрюлями. Стучат, требуют одного — вернуть свет.
Мы требуем права на электричество. Мы уже больше 40 часов сидим без света. Я живу в районе, где много пожилых людей. Многие из них прикованы к постели. Здесь много детей. В холодильниках портятся продукты. То немногое, что можно достать, тоже скоро испортится. На этот раз полиция не разгоняла, потому что это не революция и не оппозиция, это бытовое отчаяние. Люди просто больше не могут. Куба уже 5 месяцев под жесткой топливной блокадой со стороны штатов. Больницы, заправки, электростанции, и все работает на нефти. Нефти нет. Последняя крупная партия пришла из России в конце марта и была полностью израсходована. Министерство энергетики Кубы официально объявило: запасы топлива исчерпаны. Энергосистема острова в состоянии коллапса. Это не внезапный кризис. Это финал 5-месячного удушения. Шаг за шагом перекрыли поставки, истощили резервы, довели до точки. И теперь на улицах люди стучат кастрюлями в темноте, потому что больше нечем достучаться. Режим, который десятилетиями держался на символах и риторике, столкнулся с простым бытовым фактом. Когда нет света и нечего есть, символы не работают. Именно так, не через баррикады, а через темноту и голод рушатся системы, казавшиеся вечными. Вот такая картина мира сегодня. Трамп и Си переписывают правила игры в Пекине, Лавров публично фиксирует: мир по Украине был возможен, от него отказались и не в Москве. Путин отвечает на санкции цифрами роста, а на Кубе люди стучат кастрюлями в темноте. Пишите в комментариях, что думаете, согласны или не согласны, есть что добавить, я все читаю, отвечаю, где успеваю. Подписка и лайк, если выпуск был полезен, это реально помогает каналу. С вами был Александр, скоро увидимся, всем пока!